Всем привет! Сегодня в видео вот такой крутой автомобиль. Это Chery Tiggo 9. Это самый большой в линейке Chery автомобиль. Семиместный кроссовер, 2-литровый бензин, 250 лошадей. Как по мне, машина имеет очень интересный внешний вид. Вот так она выглядит снаружи. Такая передняя часть. Сейчас включим и фары, чтобы вы поняли. Вот так. Включаем двигатель. И аварийку. Доводчиков нету. По поводу цены часто спрашивают. Вот такая цена. Так выглядит ближний свет, поворотники и ходовые огни. Как будто 3D эти линии. Сзади у нас тоже все хорошо. Бегущая строка. И вот такая линия стильная. Да, кстати, сзади выхлоп двойной, реальный. Да. Парктроники передние, задние, камера 360. Но это для такого класса автомобиля, конечно, все должно быть. Мертвые датчики мертвых зон. Память сидений. Музыка Sony. Регулируется у нас сиденья передние, как у мерседесов, отсюда. Есть массаж сидений передних. Так, тут все подсветка. Подсветка Ambient Light. Давайте сядем внутри машины. Посмотрим, что у нас тут. Да. Отключим аварийку. Закроем дверь. Что мне сильно понравилось, что вот этот материал на двери и на торпедо. Честно, первый раз встречаю такого. Он и не кожа, и не пластик, и не... Даже не знаю, как будто какой-то приятный замш. Я не знаю, с чем его сравнить, но честно, впервые такое наблюдаю. Есть проекция, есть подогрев лобового стекла, зеркало заднего вида и, конечно, черный потолок с панорамой. Все это открывается, закрывается, как вам угодно. Что еще мне понравилось сильно, кроме материалов, вот этот качественный экран. Реально, у него качество изображения, как будто у телефона, либо у современных планшетов. Очень все это прикольно выглядит в реальности. Видите, это еще анимировано все. Реально передает эффект премиальности. Музыку мы включать сегодня не будем, потому что YouTube заблокирует. Но, опять же, есть помощник голосовой. Вот его можно либо нажать отсюда, либо есть кнопка на руле, либо просто можно сказать Hello, Chery. Hello. Please turn on ventilation seat. Okay. И вот он включил вентиляцию сидений. Давайте посмотрим. Вот видите, в вентиляцию у водителя. Вентиляция тут у всех 4 сидений. Подогрев также у всех 4 сидений. А массаж только у передних. И все в 3 режимах. Да, вот. Это максимальный. И можно выбрать отсюда, какой из них вам приятней. Не знаю, если вам будет заметно. Скорее всего, нет. Но все это двигается и даже очень хорошо чувствуется. Так, давайте его отключим. Это по поводу
сидений. Если по поводу климата, тоже очень интересно. Тут отсюда подогрев руля. Что мне понравилось, что можно этот климат регулировать для каждого ряда по отдельности. Вот это у нас передний, да, ряд, второй ряд. Можно, к примеру, включить. Вот показывает, откуда дует, то есть с центрального и с боковых сторон. И третий ряд с потолка тоже можно вот уменьшить или увеличить обдув. Мне лично это, то есть я первый раз это вижу, что можно по отдельности регулировать. Есть, конечно, Android Auto и Apple CarPlay. И что еще хотел показать, что есть много режимов езды. Да? Вот так. Sport mode. Snow mode. Mud mode. Sand mode. Off-road mode. Eco mode. Normal mode. Вот все эти режимы езды. Отсюда можно их по-быстреньку выбрать, если хотите. Тут можно отрегулировать яркость и много функций. Тут, к примеру, Ambient Light можно отключить, либо включить. Вот, видите? В принципе, все интуитивно, все понятно. Руль с подогревом. Тут функции круиз-контроля адаптивного. Тут мультимедией можно регулировать. Вот так все это выглядит. Да, рычаг переключения передач теперь как у Мерседеса с этой стороны. И в принципе также работает. Если хотите драйв вниз, если в реверс вверх. Да? Тут камера 360. И если хотите в паркинг, тоже нажимаете вот здесь. В принципе, так по переднему ряду. Тут регулируется сиденье, опять же. Да, хотел показать, что есть тут, опять же, очень качественный такой материал. Есть беспроводная зарядка на 50 Вт. Снизу, опять же, ниша для вещей. И есть два USB, один USB-C, один 2.0 и розетка 12 вольт. Тут есть крючок для пакетов и, конечно, бардачок. Кроме бардачка тут есть место для, то есть подстаканники. Отсюда выбирайте режим езды, аварийка, несколько функций кондиционера и очень широкий подлокотник. Вот так, и глубокий, и с функцией холодильника. Вот так. Ну что ж, вроде бы все по переднему ряду. Давайте я покажу еще очень интересные функции у пассажирского сидения. И потом сядем назад. Такс. Короче, что тут интересное? Во-первых, есть вот эта функция. Да, очень удобно для дальних поездок. А еще удобнее, чем это. То есть, тут все регулируется как у водителя. Да? Вот так. А еще более удобные функции для дальних поездок. Это массаж. Вы уже видели, что есть. Можно его включить и отсюда. И вот есть быстрая кнопка. То есть вы включили, к примеру, массаж. Нажали на эту кнопку. И вот смотрите, что происходит. Переднее кресло становится шезлонгом. Плюс ко всему вот здесь работает массаж. Это опять же прям VIP сиденье. Да? Вот так. И также одной кнопкой удерживайте чуть-чуть, и она может вернуться обратно в свое положение сидения. Вот, как бы пишите в комментариях, в каких автомобилях еще есть такое для переднего пассажира. Особенно учитывая эту цену. Теперь второй ряд. Для второго ряда что у нас? Тоже премиальная музыка. Есть обдув отсюда, с центрального тоннеля. Есть обдув
есть подогрев сидений и уже просто вентиляция. Климат тут у нас двухзонный. И USB-C, USB 2.0. Но все равно есть некоторые интересные функции, которых, опять же, я не встречал. Давайте сначала покажу место. Вот примерно так столько остается. Это, кстати, сиденье нормально отодвинуто назад. И это сиденье мы отодвинули вперед, чтобы было место и для третьего ряда. Но что интересно, что вот этот второй ряд можно регулировать именно с кнопкой. Вот так. Ну, пишите, какой же автомобиль за 30 тысяч евро сможет такое. И, конечно, наклон спинки. Вот так. И да, это не все. Смотрите, тут какие функции есть. Видите кнопки? Нажали на эту кнопку. Переднее сиденье уходит вперед. А заднее сиденье отодвигается, чтобы вы могли пересесть на третий ряд. Прям вообще топ. То есть вам ничего не нужно делать. Просто ждите, когда этот проем освобождается, чтобы вы сели. Тут можно, вот есть специально для этого места. Так. Сажусь, в принципе, сам за собой. Хотел показать, что я помещаюсь на все 3 ряда сам за собой. Да? Вот видите, сколько тут места остается. Да, тут сиденье, когда упадет, получится, что я под ним нужно будет ноги сдвигать, но в принципе тут терпимо, можно ехать. Да, вот отсюда дует, потому что я регулировал с переднего сиденья. Да, есть вентиляция, есть подстаканник, тут телефон можно держать. И в принципе по комфорту здесь все, но достаточно хорошо. Давайте выйдем отсюда. Одной кнопкой все вернем назад. Да, что хотел еще показать, что это сиденье можно и отсюда отодвинуть. Да? То есть как у премиальных автомобилей. Тут крючок есть, панорама, черный потолок. И давайте посмотрим на багажник. 20-е диски 245 на 50 R20. В принципе, по этим дискам и понятно, какого же размера этот автомобиль, потому что эти 20-е смотрятся как какие-то, не знаю, 18-е. Это полный привод, это Tiggo 9. Открывается багажник отсюда. Есть, конечно, электропривод. И вот столько места остается в багажнике, если разложить все сиденья. И да, если хотите, вот это сиденье имеет и такое вот положение. То есть более вертикальное, типа более большой, больше багажа чуть-чуть тут поместится. Под полом багажника, в принципе, сабвуфер и инструменты. Можно и тут что-то еще положить небольшое. Но хотел показать, как можно трансформировать багажник. Все это складывается. Имеет чуть-чуть наклон, но он небольшой. И вот тут опять же эти интересные кнопки. Если нажать на вот эти две, да, вот такой ровный пол получается. И если нажать обратно, все это поднимается. И, конечно, закрывается багажник тоже с кнопки. Вот все, что я хотел показать по этому автомобилю. Пишите в комментариях, что вы о нем думаете. Какие вообще автомобили бывают в такой комплектации с такой ценой. Лично я затрудняюсь ответить, но давайте посмотрим в комментариях. И, конечно, не забывайте подписаться на канал, ставить лайки. И всем пока!